Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Иногда самые сильные моменты не сопровождаются громкими объявлениями. Они приходят тихо, почти незаметно в начале, но каким-то образом ощущаются всеми. В последние несколько дней вокруг Тайхэна начало происходить нечто тонкое и едва уловимое. Это не было громким заявлением или драматичным появлением, лишь серия простых моментов, которые постепенно притягивали людей, не заставляя их. И именно поэтому многие поклонники говорят, что на этот раз все ощущается иначе. Прежде чем говорить о самой выставке, важно понять одну вещь. Произошедшее не было внезапным. Это был постепенный процесс, где одно чувство мягко перетекало в другое. Сначала люди замечали лишь небольшие знаки, фотографии, которыми делились посетители, сдержанные реакции и растущее любопытство, которое не стремилось привлечь внимание, но все равно продолжало распространяться. Затем произошло нечто неожиданное. Все больше людей начали выстраиваться в очередь у входа в выставочное пространство. Это были не только давние поклонники, но и посетители, которые признавались, что пришли просто из любопытства. Некоторые слышали о художественном направлении Тайхэна, других привлекала сама атмосфера, окружавшая выставку. И многие говорили одно и то же после выхода. Они не ожидали испытать столько чувств. Внутри выставки находилась доска с сообщениями, заполненная рукописными записками от поклонников. Простые слова, искренние эмоции, послания, которые не пытались произвести впечатление, а лишь установить связь. Посетители останавливались перед ней дольше, чем предполагали. Кто-то внимательно читал каждую строку, кто-то просто стоял в тишине, не делая фотографий. Эта пауза имела значение, потому что речь шла не только о чтении сообщений, а о понимании того, насколько глубоко присутствие Тайхэна затронуло людей со временем. По мере того, как все больше посетителей делились своими впечатлениями, один и тот же момент повторялся снова и снова. Выставку описывали как спокойную, но наполненную сильными эмоциями, минималистичную, но незабываемую. Не было громких эффектов, не было перегруженных визуальных решений, только пространство и смысл. Почти в то же время начала распространяться новая фотография Тайхэна. Ничего драматичного, без сложного образа, простой внешний вид, короткие волосы, спокойное выражение лица и естественное присутствие. Реакция последовала мгновенно. Поклонники говорили о чувстве ностальгии. Одни отмечали, что фотография напомнила им о его более ранних годах. Другие чувствовали, как возвращаются воспоминания, о которых они давно не думали. В этот момент эмоциональная связь стала очевидной. Выставка представляла Тайхэна как художника, сообщения отражали Тайхэна как человека, которого глубоко любят, а фотография напоминала о пути, который привел его к этому моменту. Три отдельных события, объединенных эмоционально. Именно это заставило многих поклонников почувствовать, что происходит некий сдвиг, не ажиотаж, не шум, а тепло. Неожиданным стало то, что даже посетители, не считавшие себя поклонниками, реагировали эмоционально. Некоторые признавались, что пришли из любопытства, но уходили странно тронутыми. Это многое говорит о том, что когда человек способен тронуть других без объяснений, без представлений, без усилий, это и есть присутствие. И присутствие Тайхэна всегда проявлялось именно так – тихо, естественно, но надолго. Ничто здесь не казалось искусственным. Длинные очереди не были результатом организованной рекламы. Доска с сообщениями не создавалась для того, чтобы стать виральной. Фотография не была сделана ради эффекта. Но вместе все это сформировало момент, который ощущался настоящим. Именно поэтому поклонники говорят, что теперь речь идет не просто о популярности. Речь идет о связи. Связи, выстроенной медленно, со временем, через музыку, искренность и постоянство. Каждый посетитель, стоявший в очереди, каждое сообщение, оставленное поклонниками, каждая реакция на простую фотографию – все это указывает на одну и ту же истину. Тайхэну не нужно говорить громко, чтобы его услышали. Иногда достаточно просто быть собой. Возможно, именно поэтому в последнее время так много людей почувствовали притяжение. Не потому что им сказали смотреть, а потому что что-то тихо пригласило их почувствовать. Особенную значимость этому моменту придавало то, насколько естественно все происходило. Никто не был вынужден реагировать определенным образом, но реакции возникали сами по себе. Некоторые посетители считали, что не планировали задерживаться надолго. Они думали, что это будет быстрый визит, короткая прогулка, несколько фотографий и уход.
Но многие в итоге проводили гораздо больше времени, чем ожидали, не потому что их попросили, а потому что что-то мягко удерживало их внимание. Такую реакцию невозможно спланировать. Она возникает только тогда, когда эмоции ощущаются искренними. И именно искренность всегда была одной из тихих, сильных сторон Тэйхэна. На протяжении всей своей карьеры он никогда не гнался за громким признанием. Вместо этого он позволял своему творчеству говорить медленно и иногда даже в тишине. В такие моменты этот подход становится особенно заметен. Выставка не требовала понимания, она лишь приглашала к размышлению. Каждое пространство ощущалось как пауза, возможность остановиться, вдохнуть, подумать и почувствовать. Возможно, именно поэтому люди с разным опытом и происхождением реагировали схожим образом. Не все интерпретировали смысл одинаково, но каждый что-то чувствовал. Это общее эмоциональное пространство оказалось важнее любых объяснений. Наблюдая за растущим интересом, многие поклонники говорили о знакомом чувстве гордости не из-за цифр, а из-за того, как влияние Тэйхэна продолжает расти мягко и уважительно. В атмосфере не было соперничества, не было спешки, только признательность, и это встречается нечасто. Обычно внимание быстро угасает, моменты проходят, тренды сменяются, но здесь все ощущалось медленнее и глубже. Даже после нескольких дней после посещения люди продолжали говорить о том, как этот опыт оставался с ними, о тихом послевкусии, которое сохраняется долго до того, как человек покидает пространство. И снова послание становится ясным. Творчество Тэйхэна не торопит аудиторию, оно ждет ее, оно позволяет каждому прийти к собственному пониманию в своем темпе. Именно поэтому реакции казались личными, а не показными. Никому не нужно было преувеличивать эмоции. Люди просто делились тем, что действительно чувствовали. И в сегодняшнем быстро движущемся мире такая честность особенно выделяется. Этот момент также напомнил поклонникам об одном важном. Влияние не всегда определяется масштабом. Иногда оно рождается из глубины, из того, как одно присутствие может заставить людей остановиться, из того, как тишина может говорить громче, чем шум, и из того, как искренность способна распространяться дальше любой рекламы. По мере того, как все больше людей продолжают посещать выставку, одно становится все более очевидным. Это была не просто выставка, по которой люди прошли, это был опыт, который они унесли с собой. Возможно, именно поэтому такие моменты кажутся столь значимыми, не потому что они громкие, а потому что тихо остаются с нами. Тэйхэн продолжает напоминать людям, что искренность все еще имеет значение, что присутствие не нуждается в объяснениях, и что настоящую связь можно почувствовать даже без слов. Если эта история заставила вас на мгновение остановиться, если она побудила к размышлениям или помогла почувствовать большую близость к пути Тэйхэна, значит, вы уже понимаете, почему так много людей оказались вовлеченными. Спасибо, что провели это время с нами. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это действительно помогает поддержать канал. А если вы хотите и дальше быть на связи и получать больше вдумчивых историй о Тэйхэне, обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить наше следующее обновление в момент его выхода. До следующей встречи, давайте продолжать поддерживать Тэйхэна тихо, но искренне. Поклонники описывают чувство ностальгии. Некоторые говорят, что эта фотография напоминает им о самых ранних временах, другие ощущают, будто давно хранившиеся воспоминания снова всплывают на поверхность. Не в форме печали, а в виде мягкого тепла. Именно в этот момент эмоциональная нить становится очевидной. Выставка представляет Тэхьона как художника. Доска с посланиями отражает Тэхьона как глубоко любимую фигуру, а фотография напоминает людям о длинном пути, который он прошел. Три элемента, существующие по отдельности, но, будучи увиденными вместе, они образуют цельное повествование — историю о росте, искренности и присутствии. Именно это заставляет многих поклонников чувствовать, что происходит нечто действительно меняющееся. Не суета, не мимолетная сенсация, а тепло, которое остается. Примечательно, что даже посетители, не считающие себя поклонниками, реагируют эмоционально. Некоторые признаются, что пришли лишь из любопытства, но уходили с неожиданным чувством тронутости.
Такую реакцию невозможно срежиссировать, и ее нельзя навязать. Когда человек способен тронуть сердца других без объяснений, без представления, без чрезмерных усилий, это и называется присутствием. И присутствие Тэхьона всегда действует именно так, спокойно, естественно, но с глубоким следом. Ничто не ощущается навязанным. Длинная очередь не результат тщательно продуманной маркетинговой стратегии. Доска с посланиями не была создана для того, чтобы стать вирусной. Эта фотография не задумывалась как шокирующая, но когда все это соединяется, возникает момент, который кажется подлинным. И именно такая искренность позволяет многим людям почувствовать связь. Вот почему многие поклонники говорят, что речь идет уже не просто о популярности, речь идет о связи, которая выстраивалась медленно, со временем, через музыку, искренность и последовательность. Каждый посетитель, готовый стоять в очереди, каждое написанное сообщение, каждая реакция на простую фотографию — все это указывает на одну и ту же истину. Тэхьону не нужно говорить громко, чтобы быть услышанным. Иногда достаточно просто быть собой. Возможно, именно поэтому в последнее время так много людей чувствуют притяжение. Не потому, что их заставляют смотреть, а потому что что-то тихо приглашает их почувствовать. И, возможно, в мире, который сегодня так шумен, самым сильным является приглашение, которое никогда не было произнесено вслух. В конечном итоге этот момент напоминает нам об одной, часто забываемой вещи. О том, что воздействие не всегда приходит через громкий голос или яркий свет софитов. Иногда оно возникает в тишине, в пространстве, которое дает время остановиться, в опыте, который ничего не требует, но что-то оставляет после себя. То, что происходит вокруг Тэхьона в последнее время, это не про цифры, не про то, насколько многолюдно место, и не про скорость распространения. Это про то, как чувства могут сохраняться, про то, как переживание остается живым даже после того, как человек покидает выставочное пространство, и про то, как искренность, позволяя ей говорить своим собственным языком, всегда находит путь. Многие приходили без больших ожиданий. Они думали, что просто посмотрят и уйдут, но уносили с собой не просто визуальные воспоминания, а чувства, которые трудно описать. Спокойное тепло, ненавязчивую близость и осознание того, что они только что пережили нечто настоящее. Нечто, что не стремилось произвести впечатление, но именно поэтому ощущалось таким глубоким. Тэхьон в очередной раз показывает, что подлинное присутствие не нуждается в объяснениях. Его не нужно представлять чрезмерными словами, достаточно просто быть собой, и он дает другим пространство чувствовать, интерпретировать и устанавливать связь по-своему. И, возможно, именно в этом его сила, в свободе, которую он предоставляет каждому чувствовать без давления. В мире, который движется слишком быстро и полон требований, такие моменты кажутся редкими. Напоминанием о том, что не все должно быть сразу понято, что можно остановиться на мгновение, сделать вдох и позволить чувствам быть, не давая им названия. Тишина тоже может быть наполнена смыслом, если она честна. Если эта история заставила вас почувствовать большую близость, спокойствие или просто помогла на мгновение отвлечься от повседневной суеты, значит, послание было услышано. Потому что в конечном итоге важно не то, насколько громко звучит голос, а насколько глубоко он ощущается. Спасибо, что провели это время с нами. Если вам понравилась эта история, простая поддержка, такая как лайк этому видео, будет очень значимой для нашего канала. А если вы хотите и дальше следить за наполненными смыслом историями о пути Тэхьона, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующие обновления. До новых встреч! Давайте продолжать поддерживать Тэхьона спокойно, искренне и с глубоким уважением.